как он, как... Покажи, кто главный за грилем с ассорти от Indy Light. Оставайся на лайте и... Делай, что любишь. Indy Light. Друзья, здравствуйте! Начнем наш сегодняшний выпуск с одного эпизода, который украсил собой уже не один блокбастер. Но мы с вами следуем только историческим фактам. Итак, включите воображение и представьте себе 2 мая 2011 года, час ночи по пакистанскому времени. Место действия – военный городок Аббатабад. Полчаса лета до Исламабада. В тупике улицы Тханды-Чоха стоит трехэтажный дом. Дом окружен 4-метровым забором с колючей проволокой. Такая вот индивидуально построенная крепость, без какой-либо связи с внешним миром. Ни интернета, ни телефона. Человек, который там живет, не выходит за ворота, не выбрасывает мусор, его сжигают во внутреннем дворе, чтобы не оставить ДНК. Периодически он это делает в сопровождении какой-то женщины. Человека зовут Усама бен Мухаммед бен Авад бен Ладен. Ему 54 года, рост 193 сантиметра, вес 72 килограмма. Он моется ледяной водой, спит на полу, пьет исключительно козье молоко, ест мед с собственной пасеки. В этот же момент два модифицированных вертолета MH-60 Black Hawk, черный ястреб, с выключенными ходовыми огнями взлетают из Джалалабада. Это финальная стадия многолетней операции «Копье Нептуна». На борту 24 бойца спецназа, бельгийская овчарка по кличке Каира, переводчик Ахмед и 1600 патронов калибра 5,56 с уменьшенной рикошетной способностью. Спустя 35 минут над крышей дома Бен Ладена уже зависает их тень. И в этот момент один из вертолетов, вместо того, чтобы зависнуть в воздухе, чтобы могли бойцы спуститься вниз по веревкам, как было предусмотрено планом, вертолет начал быстро терять высоту. Сработал эффект воздушной подушки. Вертолет накренился на 90 градусов, потому что попал в турбулентность собственного нисходящего потока. В итоге пилот грубо сажает вертолет на землю и хвостом пробивает стену возле дома террориста номер 1. Второй вертолет тихо приземляется рядом. В 1,5 километрах от места действия спецоперации просыпается Сахаиб Адхар, 33-летний пакистанский айтишник. Он смотрит на часы и пишет в Твиттер: «Час ночи, вертолет висит над Аббатабадом. Улетай отсюда, пока я не вытащил свою гигантскую мухобойку». Час 17, он пишет следующий твит: «О, второй вертолет пошел, теперь их два. Надеюсь, это не начало чего-то плохого». Час 38, третий твит: «Большой громкий хлопок в Аббатабаде. Окна задрожали. Похоже, что-то взорвалось». Он еще не знает, что стал первым журналистом, который ведет прямую трансляцию ликвидации самого разыскиваемого человека планеты. Именно в этот момент морские котики уже входят в дом. Сразу на первом этаже они убивают доверенное лицо Бен Ладена Абу Ахмеда Аль-Кувейти. Затем на втором этаже убивают сына Бен Ладена Халида. Третий этаж. Они видят бородатого мужчину, выглядывающего из-за двери. У мужчины автомат Калашникова. Мужчина выглядывает наружу и мгновенно получает сначала выстрел в грудь, затем контрольный в голову. Бен Ладен мертв. Рядом два нетронутых автомата и 500 евро, которые он так и не успел взять. Последнее, что он слышит, это крик его младшей жены Амаль. Она кричит на фарси: «Не стреляйте, здесь дети». Все. Конец 10 лет поисков и подготовки операции по ликвидации. Помните эту фотографию, которая обошла весь мир? Высшее американское руководство сидит, в кризисной комнате и смотрит на экран. И спустя несколько часов американский президент выступил с обращением к нации. Сегодня вечером я могу сообщить американскому народу и всему миру: Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой убит Усама бен Ладен. Так завершилась жизнь человека, которого называли террористом номер 1, и о котором написано и снято, уже кажется, все, что только можно.
И тем не менее, каждый год всплывают новые неизвестные факты и подробности. Как и его жизни, так и самой спецоперации, в которой он был ликвидирован. А многие-то и сомневаются вообще, что и ликвидировали его. Вот обо всем этом мы вам сегодня и расскажем. «10 марта 1957 года. Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. В родильном доме, в родильном покое частной клиники короля Фейсала рождается мальчик весом 3,8 кг. Мать его 22-летняя сирийка Хамида Аль-Аттас, 10-я по счету жена самого богатого строителя королевства. Отец Мохаммед бен Авад бен Ладен, йеменский гастарбайтер, который прибыл в 1931 году в страну с одним чемоданом. К 1957 году стал мультимиллиардером. Мохаммед бен Ладен возглавлял Saudi Bin Laden Group. Это строительная компания, которая работала исключительно на госзаказы. Чтобы вы понимали весь масштаб компании, именно Bin Laden Group строила новые дворцы саудовских королей, расширяла мечети в Мекке и Медине. То есть она имела эксклюзивное право на любую госстройку. Такие вот монополисты на крупные инфраструктурные проекты. Их фамилия звучала не как семья, а как бренд. К моменту рождения Усамы на счетах отца 5 миллиардов долларов. По сегодняшнему курсу это примерно 50 миллиардов. Еще у него 22 официальные жены и 54 признанных ребенка. Усама 17-й сын и единственный от Хамиды. Но буквально через несколько недель после родов отец разводится с матерью. Официальная причина – несовместимость характеров. Неофициальная – Хамида слишком молода и слишком красива для гарема. И вот Усама остается с матерью. А она через год выходит замуж за простого менеджера, надо сказать, той же компании, Saudi Bin Laden Group. Менеджера зовут Мохаммед Аль-Аттас. У них рождаются еще 4, 3 мальчика и 1 девочка. Усама растет в новом доме, в Джедде, тоже в квартале миллионеров. Отчим не беден, и родной папаня продолжает достойно помогать. Когда Мохаммед бен Ладен погибнет в авиакатастрофе, он разбился, пилотируя собственный самолет. Усаме 10 лет, и он получает 30 миллионов долларов личного наследства. После смерти отца огромная семья живет как акционерное общество. Много жен, еще больше детей, общее дело, общий кошелек. Давайте так, Усама вообще-то родился с той редкой привилегией, которая в обычной жизни стирает мотивацию напрочь. В таком окружении дети нередко вырастают или избалованными, или сломанными. В общем, всегда противостояние с собственными родителями и так далее. И вот Усама выбирает третий путь. Аскетичный и мрачный. В золоте и роскоши дома он искал исключительно порядок. Типичные мальчишеские удовольствия его не занимали. Он предпочитает книги, молитвы и разговоры со строгими, гораздо более взрослыми наставниками. Чуть ли не с 12 лет он выглядел как старец, вытянутый, сухой, погруженный в чтение религиозных трактатов, с выражением лица мальчика, который заранее уверен, что истина всегда на его стороне. В 1968 он поступает в лучшую школу королевства. Там учатся будущие принцы, министры. Усама высокий, худой, застенчивый левша. Играет в футбол на позиции центрального нападающего. Болеет за лондонский Арсенал. Носит форму с номером 9. Учителя вспоминают, он никогда не дрался, но если кто-то обижал младших, вставал стеной. В 14 лет он отправляется на летние курсы английского в Оксфорд. Спустя 3 года он женится на своей двоюродной сестре Наджве Гханем. Ему 17, ей 14. Свадьбу играют в сирийской Латакии. Первый сын Абдулла рождается в 1976. Спустя 3 года уже 3 детей у них. Забегая вперед, Усама будет женат 5 раз, у него будет 26 детей. А пока он живет в огромном особняке в Джидде, ездит на Мерседесе с охраной, носит золотой Ролекс. Друзья вспоминают, он любил быстрые машины, черных скакунов, американские вестерны и стихи собственного сочинения на классическом арабском.
Ну, согласитесь, это как-то не очень вяжется с образом аскета, о котором мы говорили чуть раньше. Как покажет дальнейшая история, этот вольный либерализм привлекал Бен Ладена недолго. В 1976 ему 19. И он поступает в университет короля Абдель-Азиза на факультет экономики и управления бизнесом. Ну вот, то есть он мог бы стать министром, мог на худой конец стать главой семейной корпорации, но ничего подобного не случилось. Вместо этого он попал в научный кружок студентов, увлеченных салафитским пуританизмом, куда приглашались проповедники, чьи речи позже попадут в досье разных разведок. Один из таких проповедников, доктор исламского права, палестинец Абдулла Азам. Чтобы вы понимали, Азам был не просто преподавателем, это был воинствующий фанатик, призывавший к полному объединению всех исламских территорий и к вооруженному джихаду. И он считал, что это личная обязанность каждого мусульманина. В результате призывные речи гуру-преподавателя находят свой отклик у Бен Ладена, для которого Азам становится духовным отцом. И именно Азам убеждает Усаму отказаться от всех либеральных развлечений. Музыка, кино, футбол, вот эти гонки на Мерседесах. Никаких тебе больше роликсов, никаких мерсов. Главное – посвятить себя служению великой идеи. К Азаму мы с вами еще сегодня вернемся. Что же касается Усамы, то именно в этот момент он понял. Деньги – это, конечно, прекрасно, они дают власть, но важнее всего – великая миссия. Радикализация Усамы бен Ладена набирает обороты, и в 1979 году происходит событие, которое ее ускоряет. Советский Союз вторгается в Афганистан, то есть в мусульманскую страну. Для Усамы это знак свыше. Он вызывается помочь саудовскому правительству, поддерживающему афганских беженцев. Он бросает университет, берет чемодан, $200 тысяч наличными и летит в Пешавар, в пакистанский город на границе с Афганистаном. Здесь я сделаю небольшое отступление. В ноябре 1979 года происходит еще одно важное событие. В Мекке захват заложников. Посмотрите наш выпуск про международный терроризм. Я там очень подробно об этом рассказываю. И это, на самом деле, теракт номер один. И для западного мира он никогда не был таким важным, а для мусульманского мира он супер важный. Да? Ну, очень коротко, религиозные радикалы обвиняют Саудовскую Аравию в том, что она становится все более и более прозападной. И от этого прозападничества надо отказываться и вставать, в общем, на путь истинной веры. Мечеть ремонтирует как раз-таки компания Saudi Bin Laden Group. И вот это событие, оно же идет совершенно в унисон тому, чему Бен Ладена наставляют. Хватит этих роликсов и мерседесов. И вот это событие, наряду с вторжением в Афганистан, оказывает на Бен Ладена, конечно, тоже невероятно сильное влияние. В общем, он оставляет беременную жену, 3 детей, оставляет Мерседес, Ролекс, особняк. Больше он никогда не вернется к прежней жизни. В последний вечер в Джедде он сидит на балконе и обещает матери, что на фронт никогда не пойдет, что он будет только помогать гражданским, добавляя: «Я должен поехать. Если я останусь, я буду ненавидеть себя до конца жизни». У него и правда нет никакого военного опыта, зато у него есть деньги и строительная техника семьи. За следующие 9 лет он лично профинансирует и построит десятки лагерей, дорог и туннелей. И когда уже сам будет бойцом-маджахедом, он построит собственный лагерь Аль-Масада, львиное логово. А новая дорога от этого лагеря до Джалалабада сократится с 3 дней до 8 часов. Что это такое? Настоящий логистический прорыв. На свои деньги Бен Ладен закупал бульдозеры, КАМАЗы, взрывчатку для минных коридоров. То есть он превращал хаос маджахедов в логистику. Такого в Афганистане до него не было. За несколько лет он вложит в эту войну миллионы. Но главное, что практически одновременно с Бен Ладеном в Афганистане оказывается и его духовный наставник Абдулла Азам. Вскоре к ним присоединяется египтянин Айман аз-Завахири. Отсидев срок в египетской тюрьме,
за участие в деятельности террористической организации. Завахири, убежденный исламист, тоже полон решимости дать бой неверным в Афганистане. Для Азама и Завахири Бен Ладен настоящий клад. Прям натуральный клад с деньгами. В результате эта тройка создает структуру для вербовки, финансирования и обучения иностранных добровольцев. Эта структура называется Мактаб аль-Хидамат. В переводе «Бюро услуг». Странно, что не добрых услуг, правда? Создание этого бюро было поддержано пакистанской разведкой, саудовской разведкой, которые, в свою очередь, были связаны с американцами, то есть с ЦРУ. Сотрудничал ли сам Бен Ладен с ЦРУ? Был ли он платным агентом американцев в борьбе против коммунистов? Доподлинно платежных ведомостей никто не видел. Нет ни одного доказательства и ни одного документа, подтверждающего личные контакты. Но с другой стороны, а какие должны быть документы? Мы понимаем, что деньги, стингеры всегда шли через многочисленных посредников. Посмотрите выпуск «Иран-Контрас. Тайная операция ЦРУ». Я подробно рассказываю о том, как американцы поставляли в Иран ракеты, как они финансировали Контрас, тех, кто боролся с коммунистическими движениями в Никарагуа. И, в общем, что сказать? Очевидно, что с Бен Ладеном встречались посредники, какие-то лица, чьих фамилий мы не знаем, может, фотографии никогда не увидим. Но, тем не менее, очевидно, что контакт у него был, да, и контакт был у него, что называется, хороший, уверенный. Согласно данным саудовской разведки, за 5 лет с 1984 по 1989 год сумма пожертвований афганским маджахедам составила примерно $4 миллиарда. Деньги почти всегда шли через Бен Ладена. Но кто именно давал эти деньги, неясно. Что же касается молодых рекрутов, то через бюро услуг Бен Ладена и Азама прошли десятки тысяч добровольцев. Бюро снабжало их визами, убежищем и маршрутом в Афганистан. То есть, по факту, это была база данных на карточках. Кто откуда, кто что умеет, кто готов умереть, кто не готов умереть. Такой вот портал по созданию маджахедов. Фабрика маджахедов. Здесь хочется что отметить? В нескольких же выпусках мы об этом уже говорили. Что роднит эти выпуски между собой? И выпуск про Нориегу, и выпуск про бурю в пустыне с Саддамом Хусейном, и Бен Ладен. Все эти люди сначала были использованы американцами в своих интересах для борьбы с коммунистами, как в случае с Нориегой, для борьбы с Ираном, как в случае с Саддамом Хусейном, для борьбы с Советским Союзом, как в случае Бен Ладена. И последовательно все они потом превращались во врагов Америки. То есть вот эта пресловутая история про чудище Франкенштейна, которое пожирает своего создателя, она всегда кстати. Надо сказать, что Бен Ладена постоянно тянуло в бой, но он пока еще держал слово, данное матери, и чтобы ее успокоить, даже звонил ей каждый день. Хватило его на 4 года. В 1984-м, несмотря на все обещания, Усама переходит границу и оказывается на передовой в Афганистане. Ему 26 лет, и он становится маджахедом. Инструкторы отмечают, что стреляет он плохо, драться не умеет, символику джихада понимает слабо. Но у него есть 2 огромных плюса – деньги и абсолютная бесстрашность. И запоминается он не столько боевыми качествами, сколько своим 2-метровым ростом. Мать звонит постоянно, умоляет его вернуться, но это уже бесполезно. Усама втянулся в войну. В 1987-м он получит осколочное ранение в левую стопу. Тогда же Бен Ладен первый и единственный раз лично участвовал в боях с советскими войсками. К разговору о том, что сотни, просто тысячи он солдат советской армии убил. Доподлинно известно про один бой. Рассказывают, что он вырвал у нашего солдата автомат Калашникова и впоследствии никогда с этим автоматом не расставался. Возможно, это легенда, да, и, скорее всего, это легенда. Как бы то ни было, именно тогда советское командование вносит Усаму Бен Ладена в список особо опасных иностранных наемников под номером 12. За его голову назначают награду 500 тысяч афгани или $10 тысяч по черному курсу. Все попытки его захватить или ликвидировать провалились.
А спустя год Бен Ладен, Азам, Аз-Завахири и еще 12 человек создают новую структуру под названием «Военная база» или запрещенную сейчас в России террористическую группировку Аль-Каида. На специальной встрече, состоявшейся 11 августа 1988 года, было решено объединить деньги Бен Ладена с опытом египетского исламского джихада для ведения вооруженной борьбы по всему миру. Название Аль-Каида тогда казалось техническим, но вот так сложится, что оно станет одним из самых узнаваемых террористических названий в 21 веке. Именно Завахири убеждает Усаму, что пора переходить от оборонительного джихада к наступательному. Египтяне знают, что Усама богат и мастерски им манипулирует. И вот Бен Ладен принимает новую идеологию. Решает создать международную сеть бойцов, которая после победы в Афганистане продолжит джихад везде, где он не окончен. А джихад по Бен Ладену как просто мировая революция. Есть у революции начала, нет у революции конца. А вот Азам такую концепцию не поддержал. Он был сторонником мягкой формы, то есть джихад для него был исключительно освобождением угнетенных. Для Бен Ладена же джихад был глобальной войной. Это, в общем, стало линией разлома. В ноябре 1989-го Азам погибает в Пешаваре в результате взрыва автомобиля. Его с двумя сыновьями просто разорвало на куски. Мина, заложенная под сиденьем. Усама бен Ладен молча стоял на похоронах. Никто не доказал, что это он, но все понимали, что теперь-то дорога в лидеры свободна. Бен Ладен остался один на один со своими идеями, со своим капиталом и со своим ореолом героя, который 10 лет сражается с Советским Союзом. Тройка превратилась в двойку. Теперь только Бен Ладен и Завахири будут руководить Аль-Каидой вплоть до мая 2011 года, то есть до ликвидации террориста номер один. Но до этого сколько еще лет впереди. А пока советские войска начинают покидать Афганистан. И Бен Ладен во главе отряда из нескольких сотен бойцов предпринимает попытку захватить Джалалабад, опорный пункт правительства на юге страны. Попытка заканчивается полным провалом. Понеся большие потери, он вынужден отступить. На этой бесславной ноте участие Бен Ладена в афганской войне заканчивается. Но это его уже никак не смущает. В феврале 1989-го, когда последние советские колонны уходят через мост Дружбы в сторону Термеза, Усама стоит на мосту перевала Саланг и снимает советский исход на видеокамеру. Эти кадры потом разойдутся по всему арабскому миру. Для него это не просто победа над Советским Союзом, это доказательство, что любую сверхдержаву можно победить верой и деньгами. Именно тогда Бен Ладен понимает, что если он способен победить одну сверхдержаву, то значит способен бросить вызов и второй. Ну что, Бен Ладен возвращается из Афганистана как герой. Саудовская Аравия сначала встречает его с почетом. Ну а как иначе? Сын крупнейшего строительного магната, да еще и кто? Победитель коммунистов. Но вот очень быстро восхищение сменилось раздражением. В августе 90-го Ирак Саддама Хусейна вторгается в Кувейт. У нас был об этом выпуск. А над саудовской монархией также нависает угроза вторжения. Иракские войска сконцентрированы как раз на их общей границе. И Бен Ладен решает, что это его новый шанс. Он предлагает свои услуги властям Саудовской Аравии, мотивируя это тем, что Хусейн такой же отступник от веры, и иракцы не имеют права вторгаться на священную землю, по которой ступала нога пророка. Важная деталь. Бен Ладен – гражданин Саудовской Аравии, поэтому, как настоящий патриот, он просит министра обороны выдать ему 12 тысяч бойцов, с помощью которых он расправится с неверными. Но ни министр обороны, ни шеф разведки, никто в его услугах не нуждаются. Они на него смотрят сверху вниз, улыбаются вежливо, как улыбаются сумасшедшим, и в просьбе отказывают. А спустя неделю в небе над королевством появляются первые апачи.
535 тысяч американских солдат высаживаются в регионе. В Джедде открываются бары для освободителей, более того, для них завозят свинину под видом говядины. Но для Бен Ладена это уже предел кощунства. Он воспринимает это не просто как оккупацию, а как масштабное предательство и решает порвать с саудовской монархией, называя ее правителей тиранами. Но главное, он начинает говорить об этом открыто. Сначала в мечетях, потом на аудиокассетах. Кассеты передают из рук в руки. Он постоянно пишет гневные письма, организует встречи сторонников. Для саудовских элит этот юношеский максимализм опасен. Ну что это такое? Какой-то харизматичный мессия, который слишком быстро осознал свою популярность. И впервые Саудовская Аравия начинает видеть в нем угрозу национальной безопасности. Разведка ставит его под плотное наблюдение. Поначалу ему говорят: слушай, может, ты уже замолчишь? Затем предупреждают. В конце концов, фактически изолируют. Один из сотрудников МИД Саудовской Аравии позже скажет: мы видели, что он превращается в символ, а символы опасны. Когда Осама понимает, что его влияние внутри Саудовской Аравии кончилось, он, уязвленный и, как полагает, преданный своими же, начинает метаться. Он уезжает, говорит властям, что ненадолго, просто, знаете, осмыслить ситуацию. Ну, власти реально вздыхают с облегчением. В начале 91-го он снова в Афганистане, но там ему уже делать нечего. Советские войска-то ушли, маджахеды победили, но передрались между собой. Затем у него попытка обосноваться в соседнем Пакистане, и опять безуспешно, но там-то он кому нужен? Именно тогда к нему лично обращается суданский генерал Амар Башир с предложением: переезжай-ка ты к нам. И Бен Ладен принимает решение. Он летит в Хартум, летит на старом Гольфстриме в сопровождении жены, 4 детей и своего верного идеологического товарища Азза Вахири. При нем несколько чемоданов и очень-очень много наличных денег. Этого вполне достаточно. В Судане его встречают как короля без короны. Он покупает землю размером с небольшую страну, строит дороги, которых, впрочем, никто не просил, фермы, на которых ночью учат делать бомбы из аммиачной селитры. По факту, на территории Судана он пытается создать мини-государство нового типа. Он формирует новую структуру Аль-Каиды, строит новые тренировочные лагеря, придумывает новые финансовые схемы, строит систему связей с радикальными группировками Египта, Сомали, Йемена. В этот период он уже из боевика превращается в идеолога. То есть он глава транснациональной террористической организации. Ну, номинально идеологом остается Завахири. Другое дело, что совершить масштабное злодеяние не удается. А это же, главное, зачем все это собирается? Это же надо что-то масштабное совершить. Единственная попытка была взорвать самую престижную гостиницу в Адене, которую американцы превратили в военную базу. Попытка провалилась, никто не погиб. Но упертый фанатик-радикал начинает уже попадать в папки американцев. И вот по требованию американцев Саудовская Аравия принимает решение, которое раньше считалось вообще немыслимым. А именно, лишает Бен Ладена гражданства. Затем от него официально отрекается семья. Он лишается всех долей в Бен Ладен Групп. И именно тогда он скажет своим приближенным: теперь у меня нет ни страны, ни семьи, только враги. Это проще. Теперь моя родина — весь исламский мир. И это, увы, была не метафора, это была программа действий. Но спустя 2 года уже Судан и под тем же американским давлением, не желая терпеть присутствие на своей территории такого одиозного персонажа, Судан высылает Бен Ладена из страны. На дворе май 96 года, и Бен Ладен вновь и уже в последний раз перебирается в Афганистан. Все на том же старом Гольфстриме. Денег у него уже особо нет, но и без них талибы, которые только что первый раз взяли власть в стране, принимают эту легенду Бен Ладена с распростертыми объятиями. И за ним тут же вновь следует Завахири.
Их идеологическая и ментальная связь была окончательно скреплена в августе 1996 года. Тогда в Джалалабаде они объявляют священную войну Америке. Отправленный во многие арабские газеты текст по факсу называется так: «Декларация джихада против американцев, оккупирующих страну двух святых мечетей, то есть Саудовскую Аравию». Практически сразу после этого Госдеп США публикует Белую книгу терроризма, в которой Бен Ладен называется спонсором исламского экстремизма. То есть в этот момент американские спецслужбы начинают собирать на него детальное досье. Появляется секретный документ под названием «Усама Бен Ладен. Кто за кем охотится». В нем Афганистан назывался его новым домом и идеальным убежищем. Именно в этот момент Бен Ладеном начинает интересоваться американский журналист Питер Берген. Спустя год, после долгих переговоров, он берет первое официальное интервью Усамы для телекомпании CNN. Интервью это записывается в хижине у гор Тора-Бора. В нем Бен Ладен впервые публично объявляет войну Америке, напрямую обращаясь к западной аудитории. Насколько было эпичным и вообще важным давать слово террористу в эфире? Для CNN важнее всего в тот момент был, конечно, факт сенсации. А Бергену, как он сам тогда сказал, было наиболее интересно понять, как это вообще возможно объявлять войну Америке из какой-то глиняной хижины в стране, которую талибы вернули в Средневековье. Однако интервью делает свое дело, и в первую очередь для Бен Ладена. Реклама оказывается эффективной. Помимо колоссальных рейтингов, помимо фраз террориста, которые разошлись на цитаты, к Бен Ладену в Афганистан начинают стекаться сотни боевиков со всего мира. Деньги и пожертвования он получал от пакистанской разведки. Деньги эти пошли на создание новых тренировочных лагерей для маджахедов. И вот в одном из таких лагерей, в Тора-Бора, обучали, например, применению химического оружия. А также он контролировал афганскую авиакомпанию «Ариана», которую использовал для транспортировки бойцов, оружия, кэша, опиума. И все это, значит, они летали чартерами через Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. А также компания это использовалась как официальное прикрытие для членов группировки. В 1998-м, спустя 2 года, Бен Ладен уже издает фетву, согласно которой убивать американцев и их союзников – это личный долг каждого мусульманина. Что интересно, фетва в исламском мире вообще-то это официальный указ, который издает муфти или религиозный судья. Бен Ладен не был ни тем, ни другим, у него вообще не было никакого религиозного образования. Но уличить Бен Ладена в ереси не решился никто, тем более он ее назвал фетва-манифест, что очень де юре дело обтекаемое. А де-факто впервые в истории ислама появился документ, который объявлял всеобщий джихад без привязки к территории, нуждающейся в защите от врагов веры. Более того, само понятие врагов веры толковалось теперь как широко, но если не сказать вольно. Под эту категорию при желании можно было подвести да вообще кого угодно. Американцев, англичан, иорданского короля, президента Египта, которые установили дипломатические отношения с Израилем, например. Ну или любого простого араба, который работает на американскую компанию. Утверждается, что текст фетвы писал Завахири, а Бен Ладен ее просто озвучил. Сейчас это уже не важно. Нам с вами важно то, что в этих текстах он не просто планирует теракты, он выстраивает стратегию истощения Америки. Такую же, какой, по его мнению, он истощил Советский Союз. И этот новый план начинает воплощаться в жизнь практически сразу. 7 августа 1998 года. Кения, столица, Найроби. В 10:35 грузовик подъезжает к посольству США. Водитель грузовика, террорист-смертник, приводит в действие взрывное устройство. Другие террористы прорываются на территорию посольства и осуществляют многочисленные взрывы. В результате теракта 213 человек погибло. 4000 получили ранения различной степени тяжести.
Но и это было еще не все. 10 минут спустя уже в Дар-ас-Саламе, столице Танзании, соседняя страна, все развивается по схожему сценарию. В 10:45 к зданию американского посольства подъезжает только не грузовик, а бензовоз. Ну и дальше все идет по кенийской схеме. На этот раз погибли 11, ранены 85 человек. Здания обоих посольств получили значительные повреждения. И хотя теракты были направлены против американских граждан, жертвами стали только 12 американцев, причем все в Найроби. Кроме них в числе погибших были 32 кенийца и 8 танзанийцев, работавших в посольствах. А кто остальные? Остальные жертвы – это случайные прохожие и жители близлежащих домов. Через 2 недели появятся видеокассеты, на которой Бен Ладен в камуфляже с калашниковым на плече на фоне гор. И вот он берет на себя ответственность за эти теракты. И Вашингтон впервые официально подтверждает это. Взрывы в американских посольствах в Кении и Танзании спровоцировали небывалую по масштабам операцию ФБР, которая бросила на расследование сотни агентов и получила судебную санкцию на ведение дела с применением исключительных методов. До сих пор такие методы позволялись лишь при борьбе с организованной преступностью. И тогда же в недрах уже ЦРУ появляется группа аналитиков, причем исключительно женщин, известная под названием «Сестры», которая впервые и выявила существование Аль-Каиды и выявила, что лидер этой Аль-Каиды – Бен Ладен. Вообще о женском вкладе в поиски Усамы, без всякого сексизма, мы сегодня отдельно поговорим. В 90-е группа «Сестры» продолжила свою деятельность уже в специальном центре по борьбе с терроризмом под специальным позывным «Станция Алек». Единственная цель – отслеживание Бен Ладена. В этот момент аналитик ЦРУ Синди Сторер, которую, к слову, критиковали дико, что она вообще слишком много времени уделяет какому-то сомнительному бородатому террористу, так вот она пишет первое предупреждение тогда еще президенту Биллу Клинтону. И именно на основе данных группы «Сестры» 20 августа 1998 года американский президент приказал нанести ряд ударов крылатыми ракетами по объектам, связанным с Бен Ладеном в Судане и в Афганистане. 75 томагавков, запущенных с 6 военных кораблей, летят в ночь и падают на пустые лагеря и фармзавод в Хартуме. Это не привело ни к чему, от слова совсем ни к чему. И это было стратегической ошибкой. Руководство ЦРУ и Пентагона настаивало на отправке рейдовой группы, но Белый дом принял свое решение. А в декабре того же года контртеррористический центр при директоре ЦРУ доложил Клинтону о подготовке Аль-Каиды терактов на территории США, в том числе с использованием угнанных самолетов. То есть за 3 года до терактов 11 сентября, о чем мы с вами еще, конечно, сегодня поговорим. Так вот, за 3 года Америка прекрасно знала о том, что теракты не только возможны, но они даже готовятся. И что готовятся с использованием самолетов. Конечно, до башен-близнецов 3 года. И за 3 года до 11 сентября Бен Ладен проведет еще одну спецоперацию в рамках борьбы с неверными. Осенью 2000-го эсминец Коул в составе 5-го флота ВМС США выполнял задачи по контролю над соблюдением международного эмбарго против Ирака. 12 октября в 9:30 в утренние часы эсминец пришвартовался в порту йеменского города Аден для пополнения запасов воды и продовольствия. Спустя час корабль начал заправляться топливом, всего 100 тысяч галлонов, и вот в 11 часов 18 минут по местному времени, в то время как команда корабля завтракала в столовой, эсминец Коул был атакован моторным катером, управляемым 2 смертниками. В катере было, по оценке экспертов, 300 килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В результате лодка врезается в эсминец, в средней части корпуса на уровне ватерлинии образовалась пробоина. Были затоплены кубрики и каюты экипажа, выведены из строя газотурбинные двигатели, гребной вал, а также пострадало помещение столовой на верхней палубе. Как потом напишет капитан корабля Кирк Липпольд,
произошел оглушительный взрыв. И можно было почувствовать, как этот 150-метровый эсминец весом в 9000 тонн подбросило вверх и вправо. 17 человек погибли, 39 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность снова взяли на себя Аль-Каида и лично Бен Ладен. Власти Йемена вместе с американцами устроили масштабные поиски сообщников террористов. Задержали 250 человек. В ходе расследования спецслужбам даже удалось установить дом, где в течение месяца перед терактом проживали террористы. Кроме того, были найдены отдельные компоненты взрывного устройства и нашли оборудование для приведения взрывного устройства в действие. Установили, что двое арестованных вели наблюдение за американским кораблем как минимум в течение нескольких дней. Тот же капитан Липпольд заявит позже, что Америка должна была тогда сразу ответить мощнейшим военным ударом по террористам. И Вашингтон даже бьет по тренировочным лагерям, но удара, который мог бы уничтожить головной центр, так и не наносит. Всем реально было, конечно, не до того. В Америке вовсю шла предвыборная кампания. Клинтон был хромой уткой, он был на выходе. Ему вообще меньше всего хотелось решать проблем какого-то там Бен Ладена. А расхлебывать все пришлось уже его преемнику, Джорджу Бушу. Это спустя годы мы с вами понимаем, что Кения, Танзания, эсминец Коул — это все были такие вот, что называется, пристрелочные выстрелы. Проверка логистики. Проверка своей готовности, проверка реакции США, Саудовской Аравии. И все это время Бен Ладен говорил, что Америка слаба, как Советский Союз, что она рухнет, как колосс на глиняных ногах. Нужно лишь ударить в ее сердце. Саудовская Аравия к тому моменту считала его просто сумасшедшим фанатиком в Афганистане. Американцы считали лишь одним из террористов. Только вот Аль-Каида к этому моменту стала уже полноценной военной машиной. Надо сказать, что наши спецслужбы, я не знаю, там ФСБ или СВР или ГРУ, кто этим занимался, американцам-то говорили, что, ребят, вообще-то вот Аль-Каида и вообще-то есть Бен Ладен, который ее лидер, он бывший, значит, афганский маджахед и так далее. То есть контакты эти существовали и предупреждали наши американцев. То есть с разных сторон американцы знали о том, что в Аль-Каиде происходит. Но, тем не менее, вот выборы сейчас идут, и всем не до этого. В общем, Аль-Каида военная машина, полноценная. У Аль-Каиды своя разветвленная сеть с тренировочными базами, с учебниками по конспирации, по взрывному делу. В ее рядах профессиональные убийцы, курьеры, инженеры, авиапилоты. Но сначала был один рисунок. В 1996 году в пыльной комнате афганского лагеря Аль-Фарук один из ближайших сподвижников Бен Ладена, Халид Шейх Мохаммед, положил перед Усамой листок с рисунком. На нем было схематично изображено несколько самолетов, которые одновременно врезаются в здания на восточном и западном побережьях США. Простой и до ужаса примитивный замысел — использовать не ракеты, не взрывчатку, а использовать гражданские самолеты как управляемые крылатые ракеты. Идея, которую американские стратеги никогда не просчитывали всерьез, потому что считали, если террорист, то это обязательно взрывы и заложники. Последний раз камикадзе американцев атаковали еще во Вторую мировую войну. Предположить, чтобы гражданские самолеты одновременно превратились в смертельные вот эти управляемые ракеты, ну такое могло только в каком-то голливудском плохом блокбастере привидеться. Как заявил спустя годы на допросе Халид Шейх Мохаммед, которому, к слову сказать, сейчас 60 лет всего, и он отбывает наказание в знаменитой тюрьме на военно-морской базе в Гуантанамо. Так вот, он в 2003 году сказал, что первоначально план этот Бен Ладен отверг, посчитав его слишком масштабным и малореализуемым. Но после атак на посольство США в Кении и Танзании, после подрыва эсминца Коул, Усама вспомнил об этом рисунке. Дескать, слушайте, ну все, что мы делали до этого времени, это так себе, чепуха малоэффективная. Традиционные методы борьбы устарели. И вот тогда Бен Ладен снова вызывает себе шейха Мохаммеда и приказывает ему доработать этот адский сценарий.
Халид шейх Мохаммед был талантливым инженером. Родился он в Пакистане, воевал против советских войск в Афганистане, а затем перебрался в Соединенные Штаты Америки, где в 1988 году окончил сельскохозяйственный технологический университет штата Северная Каролина по специальности, извините, машиностроения. Но главное, он был интеллектуалом-фанатиком, который, по сути, и принес в Аль-Каиду концепцию высокотехнологичного терроризма, став настоящим архитектором этого террора. Сначала предполагалось совершить взрывы с ударами с 10 угнанных самолетов и на восточном, и на западном побережье Соединенных Штатов Америки. Но Бен Ладен решил ограничиться объектами только на восточном направлении. Поэтому, например, было отклонено предложение взорвать здание американского банка в Лос-Анджелесе. Зато Бен Ладен настаивал на ударе по Белому дому в Вашингтоне. Но тут уже вмешался шейх Мохаммед, который убедил его в том, что размер резиденции президента США слишком мал для успешного попадания в него самолета. Зато непосредственно за реализацию кровавого замысла Бен Ладен отвечал лично, как заправский режиссер-постановщик такого вот адского хоррора. Он осуществлял и общее руководство, и финансирование заговора. Средств, к слову сказать, потребовалось и не так, чтобы много, если мы исходим из масштаба задуманного. $500 тысяч за все. Деньги шли через банки Объединенных Арабских Эмиратов, переводы через систему Western Union, наличные, которые курьеры привозили в чемоданах. Ни одной транзакции больше $10 тысяч. Не дай бог, чтоб не спалиться. Но самое главное, именно Бен Ладен участвовал в кастинге исполнителей. Он лично отобрал каждого из 19 участников акции, остановив свой выбор на Мухаммеде Атте в качестве непосредственного лидера банды. Я обо всем этом уже подробно рассказывал в отдельном выпуске про теракты 11 сентября. Кто не посмотрел, обязательно сделайте это, посмотрите этот выпуск. Он один из самых популярных на нашем канале. И дальше случается 11 сентября. За несколько часов погибают 2977 человек. 14 тысяч получают травмы. Рухнули не только 2 башни в Нью-Йорке, рухнул весь образ мира, в котором Америка была неприкасаемой, недосягаемой сверхдержавой. А что Бен Ладен? А Бен Ладен смотрит на все это прям лайв, в прямом эфире по Аль-Джазире в гостевом доме в Кандагаре. Через 3 часа все телеканалы мира показывают одно и то же лицо. Через 3 дня США знают имя заказчика. Запомните его. Усама Бен Ладен, террорист номер 1. Но справедливости ради, ЦРУ, прозевавшая подготовку террористов к операции, постфактум сработала более чем оперативно. И уже через 7 дней американский Конгресс дает карт-бланш на войну с терроризмом. Где угодно и с кем угодно. После обрушения башен мир ждал, что Усаму найдут через неделю, максимум через месяц. Американские генералы уверяли президента Джорджа Буша: мы достанем его, он никуда не уйдет. Сам же Буш-младший первым делом, естественно, потребовал от правительства Талибана выдачи лидеров Аль-Каиды. А когда Мулла Омар отказался это сделать, началась военная операция, целью которой стала уже не только поимка главарей Аль-Каиды, но и ликвидация режима Талибана, потому что этот режим дал им убежище. Приказ о военной операции под названием «Несокрушимая победа» был отдан президентом Бушем вечером 7 октября 2001 года. В нанесении первого удара принимали участие 40 боевых самолетов. С американских и британских кораблей было выпущено около 150 крылатых ракет. В течение первого месяца боевые действия сводились в основном к ударам авиации США по военным объектам движения Талибан. Система ПВО у талибов, она вообще не существовала, сразу ее вывели из строя. У них какая-то была авиация, ее уничтожили еще на аэродромах. Основную роль в ведении воздушной войны играли стратегические бомбардировщики. Были применены и сверхтяжелые авиационные бомбы. И вот в итоге, после месяца бомбардировок, боеспособность Талибана снизилась. Талибан потерял всю авиацию, были уничтожены все тыловые линии снабжения, и 13 ноября был взят Кабул. По факту что? Талибан разгромлен,
Но ни его лидер Мулла Омар, ни террорист номер один Бен Ладен, ради которых вообще весь этот компот и затевался, найдены не были. И все это из-за главной стратегической ошибки, которая, в общем, стала фатальной. Пентагон во время спецоперации решил: обойдемся самолетами, не вводить спецназ, не вводить крупные силы пехоты, и вместо этого положился он на местных пакистанских полевых командиров, чтобы те перекрыли все выходы. Но местные командиры, которым американцы платили, надо сказать, миллионы наличными, взяли деньги у американцев, взяли деньги у талибов, которые, к слову, заплатили больше. В результате ночью 16 декабря Бен Ладен и его 200 бойцов, 3 его жены, вышли через перевал Парчин в Пакистан. Американцы видят через тепловизоры движущиеся точки. Но пакистанская армия почему-то границу не успевает перекрыть. И вот так отряд Бен Ладена оказывается на территории Пакистана. И это даже не заговор, это Восток. Сегодня ты берешь деньги у американцев, завтра продаешь ту же услугу талибам. Послезавтра отпускаешь муджахеда, потому что он двоюродный брат твоего, например, троюродного племянника. Причем американцы даже знали периметр, в котором мог скрываться Бен Ладен, а именно Тора-Бора, массив пещер у пакистанской границы. Спутники фиксируют движение караванов, радиоперехват ловит голос, похожий на голос Бен Ладена. Несколько раз операторы беспилотников уверены: он точно там, но каждый раз ложная тревога. А затем о Бен Ладене Америка как-то подзабыла. Президент Буш перестал обращать внимание на Афганистан, полностью переключившись на Ирак. Саддам Хусейн интересовал Белый дом значительно больше, чем талибы. В результате американские бомбовые авиаудары и наземные операции в горах Афганистана со временем просто сошли на нет. А что Бен Ладен? 3 последующих года после его бегства из Тора-Бора – это настоящее погружение под воду. Он ведь даже не выступил с обращением по поводу терактов, не то что взял на себя ответственность. Вместе со своим собратом по изгнанию, лидером талибов Муллой Омаром, они просто исчезают с радаров, причем так надолго, что даже появляются слухи: а Бен Ладен-то мертв давно. В эти годы он живет в глинобитных домах без электричества. Передвигается только ночью. Никаких телефонов, никакой спутниковой связи. Зашифрованные сообщения на клочках бумаги идут только через проверенных курьеров. При этом структура Аль-Каиды трещит. Завахири прячется отдельно. Бойцы гибнут, бойцы сдаются. Бен Ладен пишет сыновьям: если я умру, не ищите мести, просто живите тихо. И в этот самый момент он снова решает напомнить о себе. В феврале 2003-го в своем обращении к мусульманскому сообществу, которое транслировала Аль-Джазира, он впервые превозносил акцию 11 сентября как смелую и великолепную операцию, равной которой человечество не видело, и отметил, что в результате ее были разрушены идолы Америки. Спустя полгода он пошел еще дальше и заявил, что будет изматывать Америку, пока та не обанкротится. Дескать, Аль-Каида затратила на операцию 11 сентября всего $500 тысяч, в то время как Америка потеряла в результате этого события и его последствий 500 миллиардов. И вот американцы снова вспоминают о террористе номер 1. Тем более, что Джорджу Бушу надо переизбраться на 2-й срок. И поимка главного врага Америки обеспечила бы ему победу на президентских выборах. 2-й президентский срок – это вообще особая глава нашей истории, об этом мы еще вспомним. А пока американская разведка активизируется в ущельях Афганистана. На помощь американцам брошена армия Пакистана. И в июле 2004-го в деревне Дазе пакистанский спецназ окружает дом, где ночует Бен Ладен. Начинается штурм. И вы знаете, удивительное дело, даже я и не знаю, как так получилось, но Бен Ладен снова уходит. За 40 минут до начала спецоперации уходит через подземный ход, построенный еще в 80-х. Погибает 70 пакистанских солдат, 40 местных.
спустя год ЦРУ платит $10 миллионов своему пакистанскому агенту за точные координаты Бен Ладена. А могли бы поучиться вообще на ошибках-то. Агент, как и 4 года до того, сдает американцам координаты пустой пещеры, а деньги делит с курьером Усамы. Но что все-таки удается американцам? Это то, что Аль-Каида уже не мощная военизированная структура. Уничтожены рядовые бойцы, связисты, инструкторы, нарушена логистика. Организация превращается в аморфную сеть франшиз, каждая из которых существует по своим правилам. И тут возникает логичный вопрос: а за счет кого Бен Ладен живет все эти годы? Кто его поет, кормит, защищает? Совершенно очевидно, что пакистанская разведка его ведет и содержит. Власти Пакистана понимают, что он где-то здесь, на приграничных территориях. Но он им нужен живым, чтобы удерживать рычаги влияния над талибами и над американцами, и над радикальными группировками. В 2006 году Бен Ладен устает скитаться. Для постоянного места жительства он выбирает Пакистан. Почему? Как я уже сказал, местная разведка играет свою двойную-тройную игру. Плюс граница с Афганистаном, она как решето. Добавьте к этому, что американцы не могли сюда официально вторгаться. Пакистан все-таки союзники. Место привала Аббатабад. Тихий военный городок в 50 километрах от Исламабада. Офицерская школа, элитные колледжи, идеальное укрытие. Прятаться среди тех, кто должен тебя искать. И вот где-то там он строит себе крепость, абсолютно не вписывающуюся в пейзаж. 3 этажа, стены 4 метра, колючая проволока, мусор сжигают во дворе. Сам он живет на 3-м этаже, ходит кругами и по внутреннему двору, и это его единственная физическая нагрузка. Смотрит CNN и Аль-Джазиру по спутниковому телевидению, которые включают только на 15 минут в день. Соседи говорили впоследствии: мы думали, что там живет какой-то богатый человек. Странный. Не чаще раза в год он записывает аудиообращения, еще реже дает интервью. В остальное время пишет письма и стихи. Вот такая вот золотая клетка, вполне себе идеальный компромисс. Пусть он особо не может двигаться, не может особо руководить, но главное-то он жив и сохраняет свое символьное влияние. Давайте зададим вопрос. А совершались ли вообще какие-то теракты в годы бен Ладеновского изгнания? Безусловно, и немало. И на Ближнем Востоке, и в Стамбуле, и поезда в Мадриде, и метро в Лондоне. Но практически никогда Аль-Каида не брала за них ответственность, а бен Ладен просто открещивался. Все они были организованы различными группировками исламских радикалов, которые, что называется, черпали вдохновение, но не получали никаких прямых указаний. И, конечно, там и тут звучало, что все-таки это Аль-Каида, и Аль-Каида таким образом превращалась во франшизу. Бен Ладен явно разочарован. Собственно, а что достигнуто после 11 сентября? Главный замысел был в чем? Самый массовый в истории теракт. Должна была свершиться революция, а по факту никаких революций, никакого свержения власти неверных, никакого изгнания крестоносцев из мусульманских земель. Ничего этого не произошло. Совершенно очевидно, это, конечно, отражалось на его психике. Так, в своем выступлении в январе 2009-го Бен Ладен утверждал, что экономический коллапс в Америке, оказывается, был вызван исключительно исламским джихадом, а никак не ипотечным пузырем и кризисом ликвидности банков. В общем, с каждым годом он все меньше и меньше становится похож на того Усаму, который призывал маджахедов к священной войне еще с эпохи советского вторжения в Афган. Я вам сейчас прочитаю фрагмент протокола допроса жены Бен Ладена Амаль, который проходил в пакистанской тюрьме через несколько недель после ликвидации террориста номер 1. Согласно ее показаниям, в свой последний день рождения, 10 марта 2011 года, то есть за 7 недель до гибели, Усама не спустился вниз. Он сидел на 3-м этаже своего дома, смотрел на горы и плакал. Потом позвал к себе всех детей, на тот момент их было 12 в доме, дал каждому по финику и по 5 пакистанских рупий, это меньше цента. А после сказал: смотрите, это все, что у меня осталось от денег, на которые я когда-то покупал самолеты. Потом он попросил самую младшую, 2-летнюю Хусну, сесть к нему на колени
спел ей колыбельную на йеменском диалекте, которую мать ему пела в 1957 году. И Амаль вспоминала, он плакал так сильно, что я впервые за 10 лет увидела у него слезы на бороде. Ну, это, конечно, лирика. И не хочу, конечно, я делать из Бен Ладена какого-то там романтического героя. Давайте переходить к кульминации нашей истории, а именно к операции по ликвидации главного врага Америки. Спустя 2 года после своего избрания президентом США Барак Обама, что называется, вспомнил о Бен Ладене. Начиналась новая предвыборная кампания, как и в случае с Бушем, и ликвидация главного врага Америки стала бы идеальным бонусом для победы. Но действовать надо было наверняка. В памяти у всех был чудовищный провал секретной операции весной 80-го, когда американский спецназ вместо того, чтобы освободить заложников, захваченных в посольстве в Тегеране, сам понес потери в результате аварии вертолета и был вынужден уносить ноги. И во многом из-за этого Джимми Картер не переизбрался на второй срок. Обама, конечно, не хотел этого повторять, и вот поиски террориста номер 1 возобновились с особым рвением. Тогда же Белый дом объявил, что любой, кто даст ценную информацию о местонахождении Бен Ладена, получит $25 миллионов. Денег этих, забегая вперед, никто не получил, зато успеха добилась небольшая группа аналитиков из Лэнгли, которая удивительным образом выследила курьера, регулярно передававшего информацию от Бен Ладена. Многие из вас наверняка смотрели фильм «Цель номер 1». В нем Джессика Честейн играет аналитика ЦРУ, которая в свое время работала в посольстве США в Пакистане, а затем начала поиски лидера Аль-Каиды. В фильме зовут ее Майя, но такая женщина действительно существовала. И только в 2025 году наконец было раскрыто ее настоящее имя – Джина Беннет. Один из ее сослуживцев вспоминал, что когда директор ЦРУ Леон Панетта спросил у нее, а чем вы вообще-то занимаетесь, она ответила, это все. Я этим занимаюсь, я его нашла, это моя работа. Джина Беннет продвигает идею, которую все считают сначала бесполезной и вообще какой-то глупой. А именно, если хочешь добраться до Бен Ладена, то искать надо не его самого, а тех, с кем он контактирует, то есть курьеров. И вот несколько лет команда Джины перебирает агентурные данные, спутниковые снимки, отчеты разведок и начинает складывать пазл. Появляется белый внедорожник Сузуки, который постоянно курсирует между Пешаваром и городком Аббатабад. Водитель какой-то там неприметный Абу Ахмед Аль-Кувейти. Говорит он мало, избегает рынков, избегает общественных мест, общается с узким кругом доверенных лиц. А еще он постоянно подъезжает к странному комплексу в Аббатабаде. Причем всегда один. Никогда никого не привозит, никого никогда оттуда не забирает. И вот за Сузуки начинают следить 4 спутника, 2 дрона и команда из 40 человек. И наблюдателей сажают в соседних домах. ЦРУ снимает особняк напротив за $1 миллион наличными и превращает его в наблюдательный пункт. Но никаких фотографий, кроме самого курьера, получить не удается. В феврале 11-го, то есть через 6 месяцев после того, как курьер впервые был замечен, директор ЦРУ Леон Панетта встретился с Обамой. Президент спросил, какой процент вероятности, что Бен Ладен находится в этом комплексе? Панетта ответил, что от 60 до 80%. Никто не мог сказать с полной уверенностью, что это именно он. По-прежнему не было ни фото, ни аудио, ни четких доказательств. Все указывало лишь на то, что внутри находится кто-то очень важный. И в этот момент Джина Беннет произнесла фразу, которую потом постоянно же будут цитировать, а именно: «Если это не Бен Ладен, то человек, живущий там, прячется так, словно это Бен Ладен». И это стало решающим аргументом. Несколько недель Обама оценивал ситуацию. Были разные варианты проведения спецоперации. Бомбардировка объекта, ограниченный удар с беспилотника и налет отряда спецназа. Был еще запасной вариант, а именно поделиться данными разведки с пакистанцами и совершить совместный рейд. Но потом вспомнили, стоп, подождите, мы же уже столько денег им слили, а Бен Ладен все время уходил. В общем, от этого отказались. Обама прекрасно понимал, если это не Бен Ладен, последствия будут катастрофическими.
Одни говорили, что риск слишком велик, другие убеждали, что если не воспользоваться таким шансом, то второго такого уже не будет. Министр обороны Роберт Гейтс был за. Байден, вице-президент, был против. В конце концов, Обама поддержал военных и принял самый рискованный вариант – провести наземную операцию под кодовым названием «Копье Нептуна». Существует версия, что в пользу принятия решения о проведении данной операции послужила запись, что вот этот человек, который во дворе гуляет, это и есть Бен Ладен. А каким образом установили, что это Бен Ладен? Сделали эту запись то ли с дрона, то ли со спутника, и потом позвали журналиста CNN, того самого, который брал первое интервью у Бен Ладена, и затребовали исходники у CNN. И там на исходниках было видно, как Бен Ладен шел на это интервью. И вот якобы сличили походку Бен Ладена из того интервью 90-х и походку этого человека во дворе и поняли, что, судя по всему, это Бен Ладен. Ну, в общем, исполнители были выбраны. Это бойцы элитного подразделения сил Team Six, то есть 6-й отряд морских котиков. В апреле 11-го этот самый 6-й отряд в очередной раз вернулся из Афганистана. Пошли они все в отпуск, и вдруг им сказали: срочно собирайтесь, лететь в Северную Каролину на особое учение. Как вспоминал один из бойцов, они вошли в комнату для сверхсекретного брифинга, увидели макет комплекса и услышали от руководства, что нашли Бен Ладена и что им поручена ликвидация. В этот самый момент им и рассказали о человеке, которого офицеры ЦРУ между собой называли пейсер, от слова темп. Это тот, кто очень редко выходил из дома и как бы шагал по двору, что означало, что он делает физические упражнения. Часто он ходил кругами, периодически его сопровождала женщина. Если во дворе были другие люди, занятые работой, он к этому отношения не имел. Для отработки всех деталей рейда на этой самой базе в Северной Каролине была построена полномасштабная, точная копия комплекса предполагаемого убежища Бен Ладена в Абботабаде. Ну, просто Голливуд. На этой копии морские котики тренировались. Причем все детали операции отрабатывались сотни раз. Как рассказывал один из участников, Мэтт Бессонет, все это для них было абсолютно в новинку. Никто никогда не видел такого количества макетов. Макет разбирали каждую ночь, собирали заново, строили новые коридоры. Ведь никто же не знал, как дом внутри-то выглядит. И поэтому все это осложняло тренировки. Одна из репетиций даже имела зрителей в лице высшего руководства страны. Приехал адмирал Майк Малин, приехал председатель Объединенного комитета начальников штабов, начальник спецопераций адмирал Эрик Олсон и наблюдатели из Белого дома. Они и сказали котикам: мужчина, цель операции по возможности не ликвидация Бен Ладена, его нужно брать живым. Как вспоминает еще один участник спецоперации, Роб О'Нил, они стояли над этим макетом, и адмирал Олсон у него спросил: а как вы думаете, что самое худшее вообще может случиться? О'Нил ответил: ну, вертолет может разбиться во дворе. И на него вся группа посмотрела, типа: ну ты что такое говоришь? Такого, конечно, быть не может. Ты сглазить, может, нас всех хочешь. Ну, об этом, конечно, чуть позже, что он как в воду глядел. Тогда думали о другом, что могут сбить на подлете, что им придется ввязаться в бой с полицией, с армией Пакистана, что у них просто могут кончиться боеприпасы или топливо. Они реально не были уверены в том, что смогут вернуться домой. Перед вылетом на американскую базу в Афганистане котиков отправили в короткий отпуск на Пасху. И тогда Роб О'Нил решил купить подарки своим дочерям. На обратном пути из торгового центра он наткнулся на магазин «Оптика», в витрине которого лежали солнцезащитные очки Прада за $340. И он себе сказал: слушай, я ведь простой старшина ВМС, и в обычный день я не могу себе позволить это купить. Но я ведь умру на следующей неделе, правильно? Поэтому пусть все кредитные карты катятся к черту. А когда меня убьют, меня найдут в этих очках, и потом по всей Америке будут статьи с рекламным слоганом: если у тебя остался один день, носи Прада. Вот такая история. 30 апреля 2011 года в Белом доме был устроен грандиозный прием для прессы. На ужине президент Обама шутил так, что смех директора ЦРУ Панетты слышался по всему залу. Гости в вечерних туалетах, дорогое вино, и никто даже представления не имел, что несколько часов ранее Барак Обама распорядился начать спецоперацию.
Обама соблюдал программу вечера, не меняя правил игры, справедливо решив, что пусть лучше в эту ночь репортеры пьют и смеются, чем задают лишние вопросы. Как вспоминала Хиллари Клинтон, на тот момент госсекретарь, согласно полученным инструкциям, если в ходе рейда что-то пойдет не по плану, то президент покинет встречу раньше, сославшись на боль в животе. Но убегать в туалет Обаме не пришлось. Из-за плохих метеоусловий операцию перенесли на сутки. В результате в ночь с 1 на 2 мая 2011 года 2 вертолета «Черный ястреб» вылетели с базы в Джалалабаде. На борту 24 человека, которые официально нигде не числились. Как только они пересекали границу Пакистана, 3 транспортных вертолета «Чинук» с подкреплениями последовали за ними и были готовы к развертыванию в случае необходимости. Вертолеты летели низко, над холмистой местностью, чтобы достичь виллы без появления на радарах пакистанских военных, которых американцы в известность не поставили. Тем не менее, пакистанцы подняли свои истребители, но в ход атаки не вмешивались. В скором времени ястребы зависли над домом Бен Ладена. В этот момент президент и его команда собираются в ситуационной комнате Белого дома. На экранах прямая связь со штабом ЦРУ. Вы помните всю эту фотографию, вот как она выглядит. Хиллари Клинтон в шоке прикрывает рот руками. А вот теперь абсолютная сенсация. Сегодня мы уже можем вам об этом рассказать, потому как только совсем недавно бывший директор ЦРУ в этом признался. Итак, по словам Леона Панетты, президент не мог видеть того, что происходило в реальном времени. Особенно, когда рейд только начался. Цитата. «Как только спецназовцы вошли в комплекс, могу официально заявить, что в течение 20 или 25 минут мы вообще не знали точно, что там происходит. Мы просто ждали информацию. Поэтому они и не видели того, что могло свести всю операцию на нет. Произошло то, о чем я вам уже говорил, и о чем морские котики подозревали. Как расскажет участник спецоперации, все тот же Мэтт Бессонет, первый вертолет начал терять подъемную силу и упал, пробив стену, окружающую дом Бен Ладена. Вертолет просто носило из стороны в сторону, и было очевидно, что пилот лишь с большим трудом его удерживает на месте. И машина ему все равно не подчинилась. А ведь именно этот вертолет должен был зависнуть в воздухе, чтобы морские котики могли спуститься к дому по веревкам. Вместо этого жесткая посадка, вертолет практически падает в огород и хвостом умудряется пробить стену дома. По счастливому стечению обстоятельств взрыва не произошло, зато шум будет всех в округе. Второй вертолет, который должен был по плану сесть и высадить бойцов на крыше дома, был вынужден импровизировать и пролетел мимо крыши, не останавливаясь. Приземлившись на землю за территорией дома, он начал высаживать бойцов. Итак, план, который столько времени репетировали, оказался под угрозой. Участникам рейда нужно было импровизировать на месте. Одно стало ясно. Люди в доме поняли, что к ним идут. Бен Ладен, по словам Мэтта Бессонета, догадался о появлении морских котиков, как только услышал шум вертолета. И у него, в принципе, было довольно много времени, чтобы подготовиться. Но он почему-то ничего не предпринял. Спецназовцы же не теряли времени. Они сразу установили взрывчатку на внешнюю стену, взрывом снесло кусок стены, первая группа бросилась внутрь, вторая команда зачищала периметр и заходила с другой стороны. Во внутреннем дворе команды 2 вертолетов воссоединились. И, как я уже сказал, внутри дома все проснулись. Но было бы странно, если было как-то по-другому. Вдруг дверь во внутреннем дворе распахнулась, и на пороге появился человек, вооруженный автоматом Калашникова. Это был тот самый курьер Аль-Кувейти, через которого ЦРУшники и вышли на этот дом. Курьер открывает огонь. Котики его, конечно, на месте убивают. Внутри дома хаос. Женщины кричат, дети плачут, воют собаки. И вот спецназовцы начали движение к основному зданию. Ходят через главный вход. На первом этаже видят 2 взрослых мужчин, которые попытались спрятаться за дверями. Их нейтрализовали мгновенно. Это, значит, был брат курьера и один из сыновей Бен Ладена. Бойцы двигаются вверх по лестнице. На 3-м этаже видят Бен Ладена. Он стоит в дверях спальни в длинной белой рубашке. Вдруг он резко разворачивается и пытается скрыться в комнате. Спецназовец стреляет, но
промахивается. Внутри спальни две жены Бен Ладена закрывают его. Одна из них, Амаль, что-то начинает кричать на арабском и делает угрожающее движение. Один из спецназовцев стреляет ей в ногу. Затем он хватает двух женщин и отталкивает их. И в этот момент уже известный нам Роб О'Нил, человек, предсказавший падение вертолета, стреляет Бен Ладену сначала в грудь, а потом в голову. Как позже рассказывал О'Нил, после этого Бен Ладена положили на пол, перевернули, сделали несколько фотографий, взяли образцы ДНК. Когда журналист много позже спросит у О'Нила, а что тот чувствовал в момент, когда убивал Бен Ладена, он скажет: абсолютно ничего. Работа сделана, ни радости, ни злости, только тишина и концентрация. По рации в штаб отправляется короткое сообщение. Геронимо уничтожен. Геронимо – имя индейского вождя апачей, который боролся с американской экспансией, и выбрана она была в качестве кодового слова. Обама и Панетта смотрят на экран, никто ничего не говорит. Потом Панетта произносит: «Мы его нашли». А бойцы на месте тем временем продолжают все хватать. Документы, флешки, жесткие диски. Затем уничтожают поврежденный вертолет, чтобы технологии не достались союзникам-пакистанцам. Через 40 минут после начала операции они покидают комплекс с телом террориста номер 1. При запланированных 30 минутах спецоперация длилась на 8 минут дольше. Когда команда собрала все необходимое, котики завернули тело Бен Ладена в белый мешок и доставили на авианосец Карл Уинсон. Спустя сутки террорист был похоронен в море, потому что ни одна страна не захотела принять его останки. Ну а на самом деле, чтобы нигде не создавались места поклонения. Согласно мусульманским религиозным обрядам, тело было помещено в утяжеленный полиэтиленовый пакет, который положили на доску таким образом, чтобы оно просто соскользнуло в море. 10 лет поисков, миллиарды потраченных долларов, одна женщина-ЦРУшник из Лэнгли, Джина Беннет, один белый Сузуки, 2 пули, 38 минут. Конец истории. Вечером 1 мая 2011 года Обама выступил с обращением. В нем он сухо сказал, что Соединенные Штаты провели операцию, в ходе которой был убит Усама бен Ладен, лидер Аль-Каиды. А министр обороны Гейтс издал приказ, согласно которому каждый, кто участвовал в организации и проведении спецоперации, не должен распространяться о ее деталях. Только вот приказа министра хватило часов на 6. Практически сразу в прессу стали сливать разные сообщения и подробности. Главная претензия, прозвучавшая со стороны журналистов, заключалась в отсутствии прямых доказательств убийства Бен Ладена. Журналисты настоятельно требовали: а покажите фотографию-то вообще мертвого лидера. Помните морской котик, о котором мы уже сегодня рассказывали, Мэтт Бессонет? Вот он как раз сделал те самые посмертные фотографии. Но мир их так и не увидел. И пусть директор ЦРУ Леон Панетта сказал, что снимки мертвого Бен Ладена будут в конечном итоге опубликованы, но Белый дом сразу его опроверг. Дескать, те фото, на которых показана поврежденная часть черепа Бен Ладена, просто ужасны. Пройдет еще какое-то время, и несмотря на всю полемику, президент Обама окончательно запретит публиковать фотографии, заявив, что никогда не пустит в ход этот материал в качестве трофеев. Конец цитат. Позже в последней резиденции Бен Ладена окажется Питер Берген, тот самый, который взял у него первое большое интервью в 1997 году. После посещения Абботабада он напишет книгу, в которой опишет реальную жизнь Бен Ладена в последние недели перед гибелью. Книга эта основана на рассказах и показаниях тех, кто окружал и следил за террористом. Читая книгу, мы узнаем, что Усама проживал вместе с 3 женами, красил бороду, употреблял снадобье Авена, это природный аналог Виагры. Спальни его и любимой жены Амаль были обставлены сколоченными из досок ложем и были лишены кондиционеров, так как это было дорого. Их счета за газ и электричество не превышали $50 в месяц. Кроме того, Берген опровергает распространенную теорию о том, что Бен Ладен тяжело болел. На самом деле он был в добром здравии до того момента, как спецназовец всадил ему пулю в голову. Помните самое начало нашего выпуска, когда я вам читал твиты пакистанского айтишника Адхара?
То есть, по сути, ночь, когда завершилась десятилетняя охота на Бен Ладена, началась с обычного недовольства человека, которому просто мешали спать. Через неделю Адхар дал одно интервью, в котором заявил, что он и не герой, и не свидетель, он просто не спал. Еще через месяц он закрыл свой аккаунт в Твиттере, продал свой дом, собрал вещи и уехал из страны навсегда. Говорят, что живет он теперь где-то в Канаде и не выходит на связь. И, возможно, именно в этом и кроется вся страшная правда. Сегодня терроризм перестал быть монолитной структурой, где есть один лидер, жесткая вертикаль власти, лагеря подготовки смертников. Терроризм сегодня стал сетевым и невидимым. Там, где раньше стояли горные базы и тренировочные полигоны, теперь ноутбуки, серверы и одиночки, которые мечтают чаще о славе, чем о халифате. Проблема в том, что эпоха Бен Ладена, одного большого чудовища, закончилась. Теперь монстров стало много, и у всех есть доступ к Wi-Fi. Ну, что хочешь сказать в конце, в финале этой истории? Фотографии нам так и не показали. Существует конспирологическая теория, что Хиллари Клинтон единственная не соврала. Она говорит, я ничего не видела, никакой операции и не видела никакой трансляции. Я в этот момент вышла, значит, из ситуативной комнаты. Такая конспирология, что она типа косвенно подтвердила, что мы не знаем, что на самом деле там было. И единственное визуальное свидетельство, фотографии которого я лично видел в интернете, на палубе авианосца, куда привезли Бен Ладена, есть такие дырки в палубе, у них есть специальные названия, куда крепятся тросы, чтобы самолеты останавливать. Так вот, одна из таких дыр в палубе, на которой лежало тело Усамы Бен Ладена, помечена красным. То есть фактически это все, что можно продемонстрировать миру в качестве доказательства об убийстве террориста номер 1. Друзья, ну, в конце что хочется сказать. Если вы не видели выпуск про 9.11, посмотрите. Там полная история этого чудовищного теракта. И посмотрите выпуск про злодеев. Там рассказывается история мирового терроризма.